Всем привет, народ, с вами Олег Пазл. Вы знаете, что сейчас в России началась мобилизация, и многие говорят мне, зачем ты об этом рассказываешь? Но я рассказываю это для того, чтобы люди смогли спасти свои жизни. Во-первых, я всегда говорил об этом, и я считаю, что это очень важно обсуждать. И то, что мы не обсуждали, случилась подобная ситуация. И я всегда на протяжении всего этого времени, на протяжении всей своей YouTube-карьеры, я говорил о проблемах, связанных с политикой, законом. И сейчас я хочу сказать, что если у вас есть возможность, то обязательно покидайте страну. Сейчас сделать это очень тяжело, но нужно это сделать как можно быстрее. Примерно 30 числа будут закрыты границы для выезда. Может быть, чуть позже, но будет выступление Путина. И, скорее всего, именно в эти даты будет ограничено перемещение за границы России людям, которые могут быть призваны. А призваны могут, как вы знаете, быть сейчас любые люди любого возраста, даже ваш отец, что, на мой взгляд, нарушение всех законов. До этого люди мирились с тем, что нарушалась свобода слова, свобода выборов, а вот сейчас уже стоит на кону жизнь, и поэтому, если вы можете, то уезжайте. На самом деле вариантов не так много, потихонечку все границы закрываются, и если у вас нет паспорта, то есть несколько стран, Казахстан, Армения и тому подобное, есть специальные сайты, вы можете их найти, и я советую вам не оттягивать. У вас есть дня 3-4, лучше успеть, чем опоздать, правильно? Если у вас есть загранпаспорт, вариантов чуть больше, но билетов тоже, скорее всего, сейчас уже нет. И если вы можете уехать, то уезжайте. Понимаете, вернуться вы можете всегда, а вот уехать, скорее всего, будет поздно. Тем более, если вас отправят на войну. Почему я решил записать об этом? Потому что моего знакомого в городе Ярославль, с которым я учился, призвали. Причем он был негоден, он не был каким-то суперсилачом или очень каким-то мощным человеком, который подлежит службе, и у него была категория, по которой не призывают, у него было отклонение по здоровью, но он вышел на митинг, и на этом митинге он сразу же уехал. Поэтому будьте осторожны, и если вам хочется сохранить свою жизнь и не вляпываться в эту войну, в которой проливается мирная кровь украинцев, в которой проливается кровь русских людей, которые не хотят даже там быть, а просто жили и топили за мир, теперь их отправляют туда, и я считаю, что если вы топите за мир, то вам там быть не надо. Кто топит за что-то другое, это ваше дело. Мое дело просто помочь, и я советую, что нужно вам, конечно, быть осторожными. Кроме того, не получайте повестки, не открывайте дверь, не живите по адресу, где вы прописаны, не обращайтесь в государственные структуры. Например, если вы хотите сейчас сделать паспорт или еще что-то, не стоит этого делать, потому что, скорее всего, там вы получите вместо паспорта повестку. А если вы хотите сделать загранпаспорт, уже, наверное, тоже не получится, потому что делают его долгое время. И сейчас нужно просто в ближайшие дни выехать в безопасное место. И если вы сомневаетесь, не сомневайтесь, это будет правильным решением, потому что это гораздо лучше, чем погибнуть, чем замораться в каких-то плохих делах. И понимаете, что никто здесь о вас не думает. И лучшим вариантом будет спасти свою жизнь, жизнь своих близких. И самое главное, если вы решили скрываться, то ни в коем случае не появляйтесь в каких-то местах, которых вас ждут, например, ваша официальная работа. Понятно, что это сложно. Если можно, уйдите на удаленку. Если нельзя, тогда надо что-то придумывать, как зарабатывать. Также не находитесь по адресам, где, например, прописаны ваши родственники, потому что, сами понимаете, туда тоже могут приехать, найти. В общем, будьте осторожны. И что гораздо более интересно, мне хотелось бы спросить вас лично, столкнулись ли вы уже с призывом ваших знакомых, с, возможно, каким-то нарушением правил, законов о том, кого призывать, когда и так далее. Потому что вот я столкнулся. В моем родном городе Ярославль уже были такие моменты с моим знакомым, и интересно будет услышать это в комментариях. В любом случае, я записываю это видео для тех, кто сомневается, и чтобы
вы не сомневались в этом. Это будет правильное решение. Будете тормозить, это может быть очень плохо. Это будет плохим решением. Поэтому желаю вам удачи. И если вы можете, делитесь под этим видео информацией о том, как, куда и где можно уехать, чем воспользоваться. Это будет тоже полезно. Ну и, конечно, для тех, кто, например, еще не призывного возраста, я прошу здесь не засирать никого, потому что люди все разные. И если бы это коснулось вас, то лучше бы вам тоже было бы уехать, потому что, скорее всего, страна будет закрыта и уже не будет такой свободной. Хотя, когда там была свобода, это уже тоже большой вопрос. С вами был Олег Пазл. Надеюсь, я помогу кому-то, кто сомневается, сделать правильное решение. Используйте все возможности. Не так много времени, я думаю, осталось. И лучше, знаете, подстраховаться и прямо сейчас это сделать. Понятно, что тяжело. Понятно, что это изменения в жизни, но, возможно, это жизнь, в отличие от другого варианта. На этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Всего крутого и счастливо. Удачи.